Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Сразу предупрежу, слабонервным сегодняшнее видео лучше не смотреть, опытным садоводам тоже лучше не переживать. Итак, вот у меня за спиной старый абрикос. Он достался мне вместе с этим участком. Естественно, я его не трогал, потому что деревьев здесь практически не было. Он у меня рос, да, я его обрезал периодически, но тем не менее. Никакой ценности он для меня не представляет. Абрикос как абрикос, ничего особенного. Не особо крупные плоды, хотя в принципе вкусные. Он, видите, ушел очень уже высоко вверх. Обрабатывать его, обрезать стало мне фактически очень сложно, можно сказать, даже невозможно. И я сегодня буду его радикально обрезать. Я буду стараться опустить крону и перенаправить в нужное мне направление. В чем еще смысл? Дело в том, что под ним уже посажены другие растения, которые призваны в конце концов его заменить. Вот сейчас его силуэт как бы виден, но постепенно, со временем поднимутся эти растения, и я его полностью удалю. Но я не хочу торопиться, сделаю это как бы постепенно, хотя очень радикально. Поэтому сейчас мы его будем отпиливать. Если вам видно, там за спиной у меня стол стоит, электропила. Сейчас мы все это будем использовать. Электропила понятно для чего, цепная, а стол я буду пилить части веток, чтобы они не падали на те растения, не травмировали, которые растут под абрикосом. Стол как бы будет гасить удар. Буду сейчас пилить, конечно, микрофон отключу. Полностью буду сначала удалять вот эту ветку. Давайте начнем. Не забывайте про средства защиты, перчатки и маски. И вот смотрите, очень важный момент, если вы отпиливаете толстые тяжелые ветки. Если вы начнете пилить вот так сверху сейчас, под действием силы тяжести ветка в конце концов начнет отламываться, и вот здесь может вырваться кора, образоваться огромная, долго заживающая рана. В конце концов она может стать дуплом. Чтобы этого не происходило, большие ветки пилят по определенной технологии. Сначала снизу делают запил, приблизительно на 1/3 ветки, а затем, отступив чуть-чуть, спиливают ветку. Даже отламываясь, она не делает задира, потому что вы здесь сделали пропил. Вот сейчас так в 3 захода мы и попытаемся ее спилить. Так, первую толстую ветку мы удалили. Сейчас мы примемся за эту, но ее я полностью удалять не буду. Я удалю ту часть, которая растет вот сюда и которая создает тень посаженным здесь растениям. Я хочу, чтобы здесь уже было солнце. Я оставлю только те ветки, которые растут в направлении пруда. Вот там мне как раз тенек пригодится. Ну что, приступим ко второй. Ну вот, собственно, основную часть работы мы закончили. Такую тяжелую механическую цепной пилой. Что мы получили в результате? Мы получили ствол и одна ветка, от которой расходятся несколько горизонтальных веток. Причем расходятся в том направлении, которое мне нужно, в сторону пруда, на юг.
А вот здесь, где у меня посажены молодые растения, здесь фактически тени теперь не будет. Теперь обратите внимание, вот с той стороны огромное количество порослей. Там когда-то была ветка, которую сломала от тяжести урожая. Ее, естественно, отпилили, и вот там огромное количество порослей. И теперь эту поросль я тоже частично удалю, но что-то оставлю. Из ветки, которая растет в нужном направлении, под нужным углом, буду формировать новую ветку. Вот таким образом я абрикос понизил и начинаю формировать в нужном мне направлении. Буду использовать для этого секатор и ручную ножовку. Цепная пила уже фактически не нужна. Итак, вот она, эта поросль. Сразу определяюсь, что я оставляю. Я оставляю вот эту ветку, и вот из нее буду формировать новую ветку, основную. Всю остальную мелочь я удаляю. Вот здесь. В принципе, можно тоже их удалить. Но я оставлю, наверное, вот эту веточку, но согну ее. С помощью растяжки сделаю и придам ей горизонтальное направление роста вот сюда. В принципе, меня на какое-то время устраивает. А вот эту мелочь всю поудаляю. Итак, на эту сторону остались две вот этих ветки. Конечно, я сейчас возьму в руки секатор. Обязательно все прорежу, прочищу. А может быть, оставлю на весну. Я же все-таки говорил вам неоднократно, что я предпочитаю весенние обрезки. Когда перед самым распусканием почек обрезку делаешь, ранки гораздо быстрее заживают. Ну и теперь самый главный вопрос. Качество срезов. Как их правильно делать? Вот смотрите, пример неправильного когда-то сделанного среза. Видите, какой оставлен пенек. Надо было резать ближе к стволу, и этот пенек не зарастает. Вот пример более-менее правильного сделанного среза. И вот на краях уже появилась ткань. Он потихонечку все-таки как-то более-менее зарастает. Имейте в виду, что когда вы пилите цепной пилой, какая бы она острая ни была, край получается рваный, шероховатый, неровный. Такие раны заживают достаточно долго. Поэтому берете в руки садовый нож и по краешку раны, давайте пойдем на свежий срез. Вот сегодняшний свежий срез. Видите, шероховатая неровная поверхность. Берете острый садовый нож и как бы защищаете, сглаживаете его вот так вот. Это делается для того, чтобы эта рана быстрее заживала. Ну и, наконец, еще один очень-очень важный вопрос. А что, чем защищать вот эти срезы? Неужели оставлять их такими открытыми? Может быть, вы знаете, помните, я всегда в своих видео говорил, что я против использования обычных вот этих садовых варов. Почему? Дело в том, что для заживания ран нужен кислород, нужен воздух, доступ, а садовый вар его фактически перекрывает. Мало того, рано или поздно садовый вар, вот эта пленочка отслаивается от ранки, и там создаются просто идеальные условия для развития всевозможных грибковых заболеваний. Но есть специальные лак-бальзамы, есть какие-то специальные замазки с использованием. Там используются в этой смеси какие-то биоактивные вещества, которые способствуют заживлению. Вот если есть у вас такой, тогда, конечно, лучше его использовать. Я, честно говоря, у себя в магазине не нашел, либо цена была такая, что очень непривлекательная. Поэтому я всегда рассказывал, что делаю гораздо проще. Такую ранку нужно просто дезинфицировать периодически. Вот сейчас срезали. Берите самый простой фунгицид, ну вот медный купорос у меня, разводите 2-3%, это сколько? 20-30 грамм на литр воды. И эти ранки берете просто либо тряпкой промываете, смоченной в этом растворе, ну либо опрыскиваете из какого-то пульверизатора. Самый лучший вариант, вот непосредственно после обрезки, сделать так называемое осеннее искореняющее опрыскивание. Температура как раз подходящая для этого. И ранки продезинфицируете, ну и убьете все то, что пытается зимовать на наших деревьях. Ну вот, уважаемые зрители, подписчики канала, что я, собственно, хотел вам сегодня рассказать и показать. Конечно, здесь еще надо подкорректировать, пообрезать сухие всякие веточки, растущие не туда, загущающие. Но это все мы сделаем секатором. Ну а у меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мою страничку на фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Помните, это всего лишь эксперимент.